Я не знаю, что бы я делал без передач, которые разоблачают российскую пропаганду, которые разоблачают российские фейки. Ну, что-то бы делал, но было бы очень скучно. Спасибо вам, ребята, за то, что вы есть. Канал ICTV, антизомби. Сейчас будут раззомбировать. Очень интересно. Слезливая история украинского журналиста Артема Бузилы, якобы кинутого за решетку лишь за убеждение, была вовремя поднята пропагандой из пыльной авоськи. Вот что он говорил за полгода до ареста. Сегодня говорить не то, что там о демократии, а просто о свободе слова в Украине очень сложно и даже опасно. Зрителю тщательно вбивали в голову мысль, что у киевских карателей окончательно сорвало тормоза. А можно подумать, что он неправду говорит. Есть свобода слова, есть демократия. О чем речь? Люди сидят за высказывание какое-то. На самом деле в то время, пока убийцы в этом государстве гуляют на свободе. А что, он неправду сказал или что? Я знаю его. Сейчас вам расскажу, что на самом деле это все ложь. Сидит он за страшное злодеяние. Пацан сидит в тюрьме с весны. Его арестовали еще в апреле, а 5 мая, когда Петр Порошенко заявил о беспрецедентной свободе слова на Украине, продлили арест. Но вот же незадача. Достаточно лишь немного приподнять недавний архив, и вуаля! Оказывается, за решеткой этот парень оказался вовсе не из-за оппозиционных статей. А из-за чего? Давайте посмотрим. Может быть, он убийство совершил, изнасилование групповое, сжег кого-то живьем. В Одессе в субботу представили законопроект о национально-культурной автономии Бессарабии. В ближайшее время документ планируют передать в Верховную Раду Украины. Раскачать Одессу маму, да и всю область российские спецслужбы мечтали еще с прошлого года. Ну как же без российских спецслужб? Любой уважающий себя журналист должен обязательно сказать про российские спецслужбы-то. А кто это у нас в президиуме заседает? Неужели это тот самый божий одуванчик, якобы кинутый в тюрьму только лишь за неугодные власти статьи? Или, как там кремлевские каналы зрителям рассказали? Вот оказывается, за что он в тюрьме. Оказывается, он посмел говорить об автономии Бессарабии. Ну тогда понятно, а что не расстреляли-то сразу? Чубаров, 2014 год. Внимательно. Уже никому, ни одной стороне не должно быть позволительно переступить через неотъемлемое и естественное право крымско-татарского народа, право самому определять свою судьбу, свое будущее на своей исторической территории в Крыму. Это он намекает на то, что Крым не украинский, а татарский? Может, послышалось? Принятием этого документа мы объявляем всем сторонам о начале политических и правовых процедур по созданию национально-территориальной автономии крымско-татарского народа на его исторической территории в Крыму. А чего он не сидит этот год? Крим буде мати статус національної автономії кримських татар і жодного іншого вже не буде. Це ми знаємо. Давайте, украинцы, с вашим Крымом. Пока. Но он не сидит, его награждают. Сидит молодой пацан, который посмел сказать про какую-то Бессарабию, да? Кстати, для тупого совка, которому тяжело представить, что люди могут высказывать свое мнение, не опасаясь сесть в тюрьму, Каталония постоянно обсуждает возможность отделения. На улице стоят, флажки раздают. Я последний раз был, я просто прозрел. И что, никто не арестовывает, не убивает, люди в балаклавах не налетают. Совок. В одном из выпусков здесь рассказали, что жители Дзержинска ночами дежурят на крышах, чтобы предупредить соседнюю Горловку в случае начала обстрела. Каждый день из города обстреливают соседнюю Горловку, но некоторые горожане против. Они организовали дежурство на крышах и по телефону предупреждают своих соседей о нападении. При этом было понятно, естественно, никаких корреспондентов РЕН-ТВ в прифронтовом украинском Дзержинске нет и быть не могло. Это очень интересное было умозаключение. Значит, теперь так. С востока Украины, из оккупированных городов, оккупированных местными жителями городов, никто не должен ничего передавать из украинских журналистов. Потому что, во-первых, их там нет, значит, украинские телеканалы не должны что-либо передавать. А Шарий, как ему там пишут, находящийся за 1000 километров від там місць подій, тоже не должен ничего передавать. Никто ничего не должен передавать. Мы же в 19 веке. Надо приехать, в 18 даже, наверное. Надо приехать и самим увидеть. Иначе информацию никак не получить. Отличный вывод. Гениальный. Супер вывод. А теперь супер разоблачение из серии «А что это было?».
А значит, полную версию вот этих кадров Горловка. К вам летят снаряды с Дзержинска. стоит поискать в сети. Зачем это искать в сети? Зачем? Какой смысл? Ну давайте посмотрим. Может быть найдут и окажется, что это не Горловка и не Дзержинск, а я не знаю, Париж и Лондон. Оказалось проще простого. Вот и оригинал якобы звонка из Дзержинска в Горловку. Горловка. К вам летят снаряды с Дзержинска. Со стороны Делеевки. Голос автора слегка изменен, но даже это не мешает понять. Молодежь просто обсуждает подробности боя, но явно никаких звонков в Горловку нет. Тем более сразу же в момент выстрела. Слушай. О! Вот это бахнуло. Нормально так Горловка. Это одно из величайших разоблачений, которые я только видел со стороны украинских СМИ. Это просто колоссально интереснейшее разоблачение. Как они их прижучили, а? Ну и теперь по поводу того, что молодежь обсуждает подробности боя. Молодежь просто обсуждает подробности боя. О, Антон. Ребята, держитесь там. Мы за вас. Молодежь просто обсуждает подробности боя. Пацаны. Опять, ребята. Молодежь просто обсуждает подробности боя. Горловка, держитесь, пацаны. Ребята, держитесь, пацаны. Второе по гениальности разоблачения. На этот раз разоблачаю телеканал «Звезда». Звезда жгла не по-детски. Для разогрева, рассказывая об ИГИЛ, не особо заморачиваясь, перепутали Ирак и Иран. Ну, не зря же исламское государство захватило территории Сирии и Ирака. Территории Сирии и Ирака. Вот этот материал «Звезды», Сирии и Ирака. Действительно, в тексте была допущена ошибка, было написано Ирана, на самом деле Ирака. Объясняю для тех, кто не понял. Вот этот разоблачитель говорит, что рассказывая о том-то и том-то, перепутали Иран и Ирак. Не рассказывая, перепутали в тексте, написав на сайте «Звезды» Иран, хотя на самом деле захвачена часть Ирака. Рассказывая об ИГИЛ, не особо заморачиваясь, перепутали Ирак и Иран. Рассказывая. То есть перепутали, не рассказывая. А значит, вот этот разоблачитель просто не знает, что именно захватил ИГИЛ. Хорошее разоблачение. Следующее разоблачение тоже мощное. Потом убийство бывшего бойца Азова в Бердянске силами канала «Звезда» было перенесено аж в Запорожье. Ну а дальше... Да подожди, дальше. Дальше мы еще посмотрим. А по поводу убийства бойца Азова. А почему же вы текст не показываете, а разоблачители? Ну давайте я покажу за вас. Вот действительно, бойца батальона Азов жестоко убили в Запорожье. Артема Меркулова было найдено в Бердянске. В Бердянске. Он недавно вернулся в Бердянск и отдыхал в одном из кафе. Манипуляторы. Ну и вишенка на торт. Супер-пупер разоблачение. Досталось от «Звезды» не только Славянску, но и соседней с Донецком Макеевке. Огненную линию над разрушенным городом прочерчивает ракета комплекса «У». Видимо, сюда фосфорных бомб у злобных укропа не хватило. Зато нашлась «У», якобы прилет которой по городу и показали эти правдорубы. А главное, старается юморить натужно. Ну, сейчас они покажут, как они разоблачили этот фейк. Да вот беда, зрители с хорошей памятью не могли не вспомнить старое видео со взрывом на Байконуре. Хотя с другой стороны, а может, Байконур — это в Макеевке? Не стоит особо удивляться, если на сайте... Пошутил. Ну, фишка в том, что этот вброс был годичной давности. И я даже процитирую самого себя 21 августа 2014 года. Тогда у меня еще не было столько подписчиков. Может быть, как раз таки будет интересно посмотреть. Разоблачители. За сим прощаюсь. Все, я уже больше вылазить не буду. Посмотрите мой клипец 21 августа 2014 года. Кстати, для того, чтобы, для того, чтобы его снять, пришлось изрядно побегать. У меня сел телефон, у меня села там камера, у меня село 2 ноутбука. Пришлось заходить в Макдональдс, искать Wi-Fi, снимать, отправлять. В общем, было классно. А будет еще класснее. Не переключайте.
Сегодня украинский СНБО поймал российский канал «Звезда» на манипуляции. Российский канал «Звезда» проиллюстрировал обстрел украинских городов, видео, на котором запечатлено падение ракеты «Протон-М» на космодроме Байконур годичной давности. Однако СНБО, возможно, не знал, а может не заметил, а может забыл о том, что 20 августа в 15:00 в эфире вполне украинского телеканала «Украина» в программе «События» этим видео было проиллюстрировано то, как боевики бомбят Донецк. Наразі не маємо змоги туди під'їхати, але за свідченнями місцевих мешканців кілька снарядів влучили у житлові будинки, вони наразі пошкоджені і є. А в 20:00 на вполне украинском канале Интер в программе «Подробности» этим же видео было проиллюстрировано то, как боевики бомбят украинские города, и оно было подписано «Шокирующее видео». Да, меня это шокировало. Я был сегодня вблизи Петровского района, слышны были сильнейшие артиллерийские залпы, и после этого образовался такой огромнейший столб дыма. Так террористы применяют тяжелые орудия в боях в городской черте, в то время как украинские подразделения не используют такого вида оружия, чтобы не допустить жертв среди мирного населения. Вот как боевики стреляют по жилым домам, люди снимают на мобильные. Посмотрите вот эти кадры, конечно, они шокирующие. Черговий підлий шедевр російської пропаганди. Рупор Міноборони телеканал «Звізда» у своєму сюжеті розпинався про нібито масштабні ракетні обстріли Макіївки. Голос за кадром переконує, вогонь по мирних кварталах міста веде українська армія. Однак у Раді нацбезпеки фальшивку швидко розкусили. Виявилося, що «Звізда» використала відео, на якому вибухає ракета, випущена з Байконура під час торішніх випробувань. В РНБО вкотре закликають глядачів вкрай критично ставитись до інформації російских засобів массовой пропаганды. Получается, СНБО следует вывести на чистую воду не только российский, но и 2 украинских телеканала, 2 как минимум. Причем СНБО тому самому, который лжет с периодичностью 3 раза в 2 дня.